С ВМС у России некоторые проблемы, а вот как обстоят дела с ВВС, в этом сейчас будем разбираться. Известно, что Россия держит немало фронтовых бомбардировщиков Су-34 на авиабазе «Энгельс-2», на объекте, находящемся вне зоны досягаемости американских баллистических ракет «Атакамс». Об этом Defense Express сообщает. Важно подчеркнуть, что аэродром «Энгельс» расположен примерно в 600 километрах от границы Украины. Это может означать, что Россия выбрала эту локацию как одно из мест размещения своих фронтовых бомбардировщиков. То есть такой шаг, вероятно, продиктован желанием обезопасить авиацию после того, как Соединенные Штаты дали согласие на использование дальнобойного оружия, включая ракеты «Атакамс», для ударов по целям на территории Российской Федерации. Эту и другие темы обсудим с авиационным экспертом, заместителем директора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолием Храпчинским. Анатолий, рад приветствовать. Приветствую. И сразу переходим к возможному решению. Буду рад услышать ваш комментарий относительно того, является ли это выходом. Например, переносят, значит, авиабазы на Энгельс, а у нас появляется вот это. Сейчас наши зрители и вы сможете увидеть. Приблизительно такой вид имеет ракета «Рута». Вот это как раз-таки может решить вопрос с Энгельсом. Угу. Начнем с того, что давайте разберемся на самом деле, передислоцировали ли на Энгельс самолеты Россия с приграничных зон Украины, потому что есть, по всей видимости, и вероятность того, что это могли быть самолеты, допустим, которые бежали с Сирии. Нельзя откидать этот вопрос, потому что нет информации откуда, то есть недостаточно информации для того, чтобы проанализировать качество, где были приписаны эти борты. То есть получив больше информации, допустим, фотографии с номерами бортов, можно будет говорить, допустим, откуда эти борты передислоцировались. Но опять же, давайте вернемся к тому, что Энгельс в принципе, периодически обстреливается силами обороны Украины. И давайте вспомним первые удары, когда были сделаны за счет беспилотников «Стриж» старых, советских, переделанных Украиной. Позже были удары и беспилотными системами украинского производства, которые могут на такое расстояние работать по этому аэродрому. Поэтому, в принципе, я не вижу смысла убирать, допустим, на Энгельс, потому что, в принципе, Энгельс — это тот аэродром, который простреливается нашими силами обороны. Единственное, что с учетом уже, допустим, того же пекла, той же Поляницы, вот, той же, опять же, этой руты, мы можем говорить о том, что, в принципе, мы можем делать комбинированные удары, которые позволят нам уничтожать большое количество важных объектов на территории Российской Федерации. То есть если говорить о безопасных местах, безопасных аэродромах, то это уже, наверное, будет Дальний Восток, Украинка. Если говорить о «Руте», то что известно об этом типе вооружения? Конкретно об этой ракете? Реактивная тяга, с учетом того, что как выполнена конструкция, скорее всего, что она может ложиться под авиационное крыло, то есть под самолет может быть носителем данного средства поражения, с учетом того, что если мы говорим, что данное средство поражения может запускаться с крыла самолета, то, соответственно, и дальность действия может быть до 1000 километров. Ну, это так, приблизительно. Окей. Известно, Опять что... же, самое главное тут вопрос, да, тут самый главный вопрос полезной нагрузки. То есть я всегда говорю, что там 450 килограммов демократии намного лучше, чем, допустим, там 150. Но опять же, можно говорить о разных видах полезной нагрузки, там кумулятивные заряды, либо же там осколково-фугасные. То есть тут нужно понять, что для каких целей мы будем использовать: для ударов по военным объектам, либо же для ударов по производственным мощностям Российской Федерации. Называется компания Destinus, которая занимается разработками этой ракеты. Вроде бы как она основана была в 2021 году в Швейцарии. Ну, следует ограничиться этой информацией или можем немного расширить? Я просто хочу сказать, что на самом деле, давайте вспомним, когда приезжал господин Шольц в Украину, и ему показали большое количество очень разных беспилотников. Там журналисты увидели почему-то сходство и в ланцетах, и в шахедах, хотя я хотел бы сказать, что в принципе это собственные разработки Украины. Тут не надо говорить, что мы на что-то равняемся, потому что в принципе большинство таких решений уже было задолго до полномасштабного вторжения. И тут нужно понять, что на самом деле, я как представитель
компании-производителя, то есть хочу сказать, что мы постоянно работаем там, помогаем другим компаниям работать под рэпом, либо же там испытывать свои средства. На самом деле очень много производится сейчас в Украине вооружения, которое может существенно насытить силы обороны Украины. Дополнительно мы говорим о том, что производятся еще и комплектующие к этим средствам. То есть вот недавние новости по поводу того, что там Китай ограничил возможность поставок в Европу и Соединенные Штаты двигателей, там, допустим, полетных контроллеров. В принципе, отчасти не будет как-либо влиять на рынок Украины, потому что сейчас есть в Украине компании, которые изготавливают и полетные контроллеры, которые изготавливают и двигатели. Соответственно, понятно, что масштабировать производство нужно, но это уже можно говорить, когда будет сформирован, допустим, от государства заказ на следующий год, когда предприятия, которые занимаются выпуском беспилотников, комплектующих, увидят планы на следующий год. Можно ли утверждать, что на сегодняшний день Украина сделала акцент все-таки на системах атаки? Ну, то есть дроны, которые долетают, дроны, ракеты, баллистические ракеты и так далее. И меньший акцент делается на системах обороны, таких как, например, системы противовоздушной обороны, поскольку их больше предоставляют наши западные партнеры. Я бы не сказал, что нам предоставляют больше западные партнеры, потому что вспомним NASAMS, который мы ждали 2 года от канадцев. Поэтому я бы сказал, что в принципе, на самом деле, если мы говорим, то большое количество компаний занимается разными задачами. Здесь мы говорим и о системах противовоздушной обороны, здесь мы говорим о системах детекции дронов и других видов воздушных целей. И разные системы, звуковые, радиолокационные классические, либо же это визуальные. То есть, в принципе, набор компаний, то есть компании, которые занимаются производством, сейчас рассредоточены на несколько направлений. Радует, что большое количество компаний объединяются для создания комплексных решений. Это очень важно, потому что, в принципе, военнослужащие, которые приходят в эти компании, они хотят получить комплексное решение, то есть и защита, и атака, и, допустим, возможность, допустим, вводить в обман врага своими средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому я бы сказал, что в принципе большое количество направлений, да, естественно, что мы видим там, когда президент заявляет там про РУТу, заявляет про дальнобойные средства, и это акцент сейчас, это самый болезненный вопрос, потому что мы ищем возможности решать стратегические проблемы, то есть уменьшить возможность Российской Федерации производить дроны, потому что мы видим, как они активно их масштабируют, уменьшить возможность Российской Федерации производить те же крылатые ракеты, которыми они обстреливают, в конце концов показать, что это не орешника, это просто какие-то собранные из старых советских ракет попытки что-то либо создать России. То есть для этого нужно бить по производственным предприятиям, которые занимаются производством вооружений. Тем временем в Российской Федерации вице-премьер Российской Федерации Савельев сделал интересное заявление. Его нужно услышать, а дальше дать еще несколько данных, которые прояснят ситуацию. Наша промышленность, сказал Савельев, производит качественные современные самолеты МС-21, Суперджет, Ил-114, Ту-214 и немного по объемам производства для того, чтобы картинка дополнилась. МС-21. Не знаю, сколько подумали наши зрители, но на самом деле 0 штук. Суперджет. Да-да-да. Суперджет. Продолжаем. 0 штук. Ил-114. В том же количестве. Ту-214 в том же количестве. Ну, слушайте. Вот тут я бы хотел смотрите, тут важно подчеркнуть, что если мы говорим Ту-214, то это самолет Ту-204, который разработан был в 80-х годах советского времени. Ил-114 — это самолет, который был разработан в 80-х годах советского времени. Сухой Суперджет — это тот самолет, который аналогов нет, сделанный в России. При неудачной посадке стойки пробивают крылья, и топливо вытекает, и он загорается. МС-21 — это китайский Си-919. Ой. Даже полностью скопированными двигателями ЛИП-1, которые производятся компанией Франция и США, если не ошибаюсь. Ну и возвращаемся к тому, что на одном из совещаний диктатор Путин торжественно заявил, что мы будем делать ПД-35 двигатели, мощные двигатели, современные двигатели.
При этом нужно было бы сказать, что ПД-14, который они выпускают и хотят ставить сейчас на перспективные свои вот эти самолеты, которые они планируют выпускать в большом количестве. Почему-то, кстати, Путин же сказал, что 1000 самолетов до 2030 года. Почему 1000 самолетов? Потому что в России всего было 1100 самолетов. Из них как раз-таки около 900 это были аэробусы, это были Боинги, это были бомбардиры. То есть это то, что было заграничное. Половина из него, там часть из них была арестованы, которые находились за границей. Часть самолетов сейчас работают, но срок эксплуатации, гарантийные обязательства, программное обеспечение, ничего не делается с начала полномасштабного вторжения. Ну да. Поэтому появилось 1000. Потом эта 1000 уменьшилась до 900 самолетов. Но, как видим, все-таки не выпускают. И поэтому я бы сказал, что вот ПД-14 у них обещает, может работать только 3000 часов. То есть это недостаточно для самолетов гражданской авиации, которые делают постоянные рейсы. То есть больше самолетов будут стоять и ждать новые двигатели, либо ремонт двигателя, чем же они будут выполнять свои полетные задачи, так сказать. Ну И да, импортозамещение. Ту-214... Да, я прошу прощения, что перебиваю, Ту-214, поскольку у да. нас ограниченное время, но bottom line Да. импортозамещение в очередной раз провалилось. Спасибо большое. Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель директора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, присоединялся к нашему эфиру.